в любой фитнес-клуб и спросите, когда у них самые большие скидки. И вам ответят: в январе. Упражнения вы воспринимаете как форму наказания. Вам требуется сила воли и дисциплина, чтобы не бросить их. Добра и мира моему уважаемому слушателю. Вы находитесь на канале Антидот. И это мое второе видео из 6, посвященное теме лишнего веса. И сегодня мы постараемся разобрать второе по популярности заблуждение по поводу сбрасывания веса. Для того, чтобы похудеть, нужно заниматься спортом. То есть начать делать спортивные упражнения, и делать это надо организованно и систематически. Поэтому желательно купить абонемент в фитнес-клуб, взять личного тренера и начать организованно заниматься спортом. Первое по популярности заблуждение: для того, чтобы похудеть, нужна диета, мы разбирали в прошлом выпуске. И если вам интересно, вы можете посмотреть предыдущее видео этого канала. Итак, давайте начнем с вопроса. Если вам скажут, что для того, чтобы уменьшить вес машины, вам нужно на ней много ездить, вам это не покажется странным? Да, вес уменьшится, скажете вы, но за счет того, что будет сгорать топливо, вес самой машины не изменится. Кто-то возразит: человек не машина. Я соглашусь, но принцип один. В этом смысле разница только в том, что когда у машины закончится топливо, она остановится, а человек нет. Так как у него есть система, которая разрушит собственные ткани для того, чтобы вы могли двигаться. Вам это может быть жизненно необходимо. Так вот, большинство искренне считает, что если активно затрачивать энергию, тело расщепит жировые отложения и превратит их в энергию для мышц только благодаря физическим упражнениям. Ну, а тогда как иначе объяснить популярные фразы типа: ну все, с Нового года иду в тренажерный зал. Или: дорогой, а тебе ли не пора в спортзал записаться? Вон уже ни в одни джинсы не влазишь. А также один еще из самых часто задаваемых вопросов, которые я слышу, когда узнаю, сколько мне лет, это: как часто я хожу в спортзал? То есть у большинства есть четкая причинно-следственная связь между стройным телом и походами в спортзал. Сначала короткое отступление, почему большинство людей так думает, а потом мы продолжим. Придите в любой фитнес-клуб и спросите, когда у них самые большие скидки. И вам ответят: в январе. Все решившиеся приходят в начале года, и там им продают абонемент на год с огромной скидкой. И ровно через 2-3 недели, ну максимум 2 месяца, 80% из них перестают ходить. Хотя абонемент куплен на год. Ну, была же скидка. Ну, когда покупал, тоже хотелось, чтобы наверняка буду иметь предоплаченный абонемент, буду ходить, думали они. У меня есть куча знакомых, которые рассказывают, что у них есть абонемент в спортзал, но они там были всего пару раз. У вас тоже, наверное, есть, надеюсь, знакомые, а не оплаченный абонемент. Итак, если вы не верите, поговорите с менеджерами фитнес-клубов. Они вам расскажут, что основные деньги, до 80%, они получают от тех клиентов, которые не ходят годами. Так что это обычный маркетинг, о котором мы говорили в прошлом выпуске. То есть умные дяди, используя знания нашей человеческой натуры, зарабатывают на этом деньги. Им просто выгодно, чтобы вы купили абонемент в тренажерный зал и желательно сразу на год. И поэтому большинство так думают. А то, что большинство, придя в зал и смотрят и пытаются что-то делать, то, что делают такие мускулистые ребята, потом опять смотрят на себя в зеркало и через 2-3 месяца не видят никаких изменений и говорят: ну я пробовал, у меня не получилось. Этих дядей это не волнует. Тут, кстати, я уверен, что многие достаточно люди образованные в этом вопросе, они скажут: Майкл, я и так знаю, что результат определяет диета. То есть для того, чтобы уменьшить вес, диета это главное, ну 70-80%. А вклад физических упражнений, там, может быть 20-30%. Ведь это же очевидно, что можно пробегать на беговой дорожке 1-2 часа,
сжечь там 700 там, или 1000 калорий и спокойно за ужином компенсировать то, что было сожжено, да еще и перенабрать даже. Насчет диеты свое мнение я высказал в прошлом выпуске. А в этом я хочу сказать свое мнение по поводу упражнений. Так вот, я декларирую, что для уменьшения веса физические упражнения не нужны. Точно так же, как езда на автомобиле, чтобы уменьшить его вес. Физические упражнения и езда на автомашине только ускоряют сжигание топлива. Но если это топливо поставляется регулярно и в избытке, то это никак не повлияет ни на вес машины, ни на вес тела. Когда вы выполняете комплексы упражнений для того, чтобы сбросить вес, вы не только не достигаете своей цели, но и получаете тот же самый эффект, что во время диет. Упражнения вы воспринимаете как форму наказания. Вам требуется сила воли и дисциплина, чтобы не бросить их. Ну и, конечно же, в первые дни вы испытываете чудесное ощущение праведности. Но когда запасы силы воли истекают, или какое-нибудь другое событие в жизни выступает на первый план, вы охотно забываете об упражнениях. Если не верите, то посмотрите объявления о продажах на каких-то там онлайн-площадках. Как часто продают велотренажеры, беговые дорожки и другие всевозможные приспособления для упражнений. Вы думаете, потому что прежние хозяева привели себя в форму и им уже не нужны занятия? Или потому что упражнения им надоели уже через пару недель, а эти тренажеры занимают много места? Подумайте об этом. Итак, я не утверждаю, что упражнения вообще не нужны. Я говорю о том, что они не нужны для того, чтобы сбросить вес. Упражнения не должны быть обязанностью. Разве в детстве вы платили немалые деньги за возможность поплавать, побегать, потанцевать, поиграть в футбол или в теннис? Еще и специально для того, чтобы сбросить вес и привести свое тело в порядок? Конечно же нет. Вы делали это ради удовольствия, потому что вам хватало энергии, чтобы наслаждаться физическими нагрузками. Но энергичными бывают не только дети. И если сейчас нас не тянет на теннисный корт, то все дело в образе жизни, который мы ведем, и в той пище, которую мы едим. Итак, мы плавно подошли к образу жизни. И если мы снова будем честны перед собой, то мы согласимся, что мы очень мало двигаемся. Дом, машина, работа, дом. У кого-то это может быть дом, метро, работа, дом. Ну, так упрощенно выглядит обычный день современного человека в наше время. Мы совершаем физическую активность только для того, чтобы добраться от точки дом до точки машина и так далее. Но этой физической активности недостаточно для того, чтобы поддерживать наше тело в нормально функционирующем состоянии, потому что оно было создано для совершенно другого уровня физической активности. Да, наше тело было создано для физической работы, поэтому нашему телу физические упражнения просто жизненно необходимы. Ну, согласитесь, поняв вот это, намного легче после рабочего дня договориться с самим собой и поехать заниматься своим любимым видом спорта. То есть вам не нужно заставлять себя ехать в спортзал и делать то, что вам не особенно нравится, а именно делать физические упражнения для того, чтобы сбросить вес. Вам просто нужно быть честным с самим собой, изучить себя и убедиться, что физическая нагрузка вашему телу необходима, как, например, еда, или более удачное сравнение – витамины. Если вы лишите свое тело физической нагрузки на месяц, вы не умрете. Точно так же, как и в ситуации с витаминами. Если вы будете употреблять в пищу продукты, лишенные витаминов в течение, например, месяца, вы тоже не умрете. Но существенно ослабите свой организм. Вспомните космонавтов на орбите в состоянии невесомости. Для того, чтобы их тело нормально функционировало, они 2-3 часа в день занимаются на тренажерах в космосе. Иначе они понимают, что за полгода их мышцы атрофируются. Но поскольку мы не в космосе и все-таки иногда вынуждены немного двигаться, наш организм не умирает, как он умер бы,
из-за отсутствия, например, витаминов, но он существенно ослаблен именно недостаточностью физической активности, особенно у жителей современных городов. Когда в конце рабочего дня у вас нет желания заниматься спортом из-за того, что якобы у вас нет сил и энергии на это, то в реальности все как раз наоборот. У вас нет сил и энергии именно потому, что долгое время вы лишали себя физической нагрузки. Простой пример. Вы пришли в спортзал и видите сильного спортсмена, который поднимает тяжелую штангу. Вы же отчетливо понимаете, что он сильный именно потому, что он поднимает этот тяжелый вес, а не он сильный и поэтому он поднимает тяжелый вес. Я не призываю всех поднимать тяжелые штанги. Я просто утверждаю, что сила, энергия и желание приходят от тренировок, а не наоборот. Поэтому я искренне всем советую начать активно заниматься спортом. В любом возрасте, никогда не поздно. Наоборот, чем старше человек, тем сильнее ему нужны физические нагрузки. Я не говорю о бодибилдинге. Это всего лишь один из видов физической нагрузки, причем не самый лучший, так как при неграмотном подходе можно искалечить свое тело. Вот тут можно упомянуть вот это вот все спортивное питание синтетическое, жиросжигатели, эти всякие стимуляторы, гормоны, которые приносят существенный вред. Ну, а также опасные, типа становая тяга и другие калечащие спины и суставы упражнения. Если вы только планируете начать физические упражнения, вы можете просто начать со спортивной ходьбы, бега, плавания или катания на велосипеде. Можно также записаться в классы с аэробными упражнениями типа пилатес, аэробика, зумба и тому подобное. Если вы любите общаться с партнером, допустим, и как-то вот друг друга мотивировать, вы можете записаться на секции для занятия групповыми видами спорта, футболом, баскетболом, теннисом, ракетболом и даже танцами. Ну, коротко я свое мнение по этому вопросу высказал. Хотел бы еще немножко добавить, а для чего еще, кроме хорошего настроения и здорового тела, нам нужны физические упражнения? Дело в том, что наше тело удаляет все, что не используется. Если в какой-то период своей жизни мы перестаем использовать свои мышцы, наше тело их расщепляет и убирает как ненужный, но очень энергозатратный орган. Но они нам нужны не только для того, чтобы двигаться. Современная физиология говорит, что физические упражнения стимулируют выработку многих жизненно важных гормонов. Я не буду пересказывать учебник физиологии, мы все живем в веке интернета, где каждый может набрать в поисковой строке что-нибудь типа влияние физических упражнений на организм и самим во всем разобраться. Я просто считаю нужным в свете увеличившихся проблем в семейных отношениях упомянуть лишь про один такой интересный гормон под названием тестостерон. Это именно тот гормон, который делает мужчину мужчиной. И выработка этого гормона, и не только его, очень сильно зависит от количества мышечной ткани в организме. И, как вы знаете, тестостерон в организме мужчины выполняет много функций. И все эти функции вы тоже можете найти в интернете. Я хотел бы лишь отметить одну очень важную, это психофизиологическую функцию. Благодаря вот этому мужскому половому стероиду под названием тестостерон формируется у мужчин стереотипное поведение и некоторые черты характера, которые характерны именно для мужчин. Например, тестостерон обеспечивает нужное либидо, здоровую сопротивляемость, желание бороться, затухание чувства страха. То есть гормон обладает таким психостимулирующим эффектом. И именно поэтому недостаток физической активности часто приводит к апатии, вялости, депрессии, неуверенности и нежеланию добиваться чего-то большего. Теперь добавьте к этому информацию о том, что в жировой ткани находится фермент,
под таким красивым названием ароматаза, который превращает тестостерон в женский половой гормон под названием эстроген. Причем у всех, и у мужчин в том числе. Вот вы замечали, что у мужчин с большим количеством жировой ткани грудь часто увеличена именно по этой причине. А эстроген – это именно тот гормон, который делает женщину женщиной и точно так же оказывает психофизиологический эффект, а именно такой обеспечивает более мягкий голос и более такой женский мягкий характер. Вот вам один факт про эстроген, другой факт про ароматазу, которая превращает этот эстроген в тестостерон. Вот возьмите и сами подумайте, как часто вы видите апатичных, неуверенных в себе мужчин с женскими характерами, не желающими добиваться чего-то большего от жизни, и сами определите, как недостаток физической активности влияет, например, на отношения в семьях. Я могу продолжать и рассказывать, как недостаток тренировок влияет и на женский организм, но в одном маленьком выпуске раскрыть эту тему невозможно. Но если мои мысли заставят задуматься и изменить образ жизни хотя бы одного человека, значит, я старался не напрасно. Главное, вы поняли, что для похудения упражнения не нужны. Они нужны для того, чтобы жить яркой и продуктивной жизнью. С вами был Майкл Свобода. Через неделю поговорим о силе воли. До встречи!